1299 году Осман Гази основал Бейлик, который через 2 века стал империей. Османы взяли Константинополь, завоевали Египет, Сирию и Балканы. Их армия доходила до Вены, но к 19 веку империя начала разваливаться. Поражения, долги, восстания. Первая мировая положила конец. В 1922 году султанат упразднили, империи больше не стало. Ну а с вами Волкер, и в этом видео я возражу Османскую империю. То есть из вот этого вот клочка земли сделаю огромную империю, которая держала всех под каблуком. Вообще мои цели на этот ролик — это восстановить границы Османской империи до 1683 года полностью и стать топом 1 вообще на серваке. К этому времени, пока я звездел тут уже, я захватил Константинополь вместе с Византией всей. Также пошел на Кандар. Дальше я хотел пойти на Караман, но мне нужно решить с религией проблему, потому что если я не законвержу территории в свою религию, то у меня будет пиздец по восстаниям. Я с самого начала за очки идеи решил вкачать скорость конверса религии и культуры. Кстати, это хорошая вещь на османах. То есть, если вы вообще ничего не делаете, вы сразу дохнете на османах, как только берете Балканы. Ну а тут, как обычно, я решил забрать Рамазан и Дул-Кадир. Да. Но проблема в том, что у Рамазана другая культура, по-моему, Понтик, если я не ошибаюсь. Я не знаю, как это переводится, ну да ладно. В общем-то, после этого я хотел захватить Венецию, также сначала вкачать эти бонусы к армии, к осаде и так далее, чтобы забрать сразу же мамлюков после этого всего. Тут я там скипнулся, забрал Албанию, чтобы вернуть престиж. Вообще я этот видос сделал где-то 4 дня, потому что, ну, была куча удачных каток, но смотрите, в чем проблема, точнее неудачных. Я сначала заходил, разносил коалицию из мамлюков и Византии. Даже один раз разнес коалицию из Венгрии, Австрии и Хорватии с Албанией. Но вот в чем проблема. Я из-за затяжной войны не успеваю развиться. И получается так, что меня Франция перегоняет. Она заключает союзы со всеми католиками и идет штурмовать Иерусалим. Потому что я мамлюков забираю в начале игры почти сразу же. Также я заключил союз с Миланом. И, разумеется, не просто так. Я рассчитывал на то, что мы уничтожим Францию. И также поделить Венецию, что я и сделал, как вы видите. Я забрал себе Далматию и пару греческих островов. Также я на Валах напал. Потом у меня было в планах сделать Венгрию своим, так сказать, вассалом и забрать Сербию. Также я решил заключить союз с Неаполем, потому что, во-первых, это дополнительная сила, во-вторых, я не хотел, чтобы они с Миланом воевали как-то. Миротворец, все такое. И мне нужна была, так сказать, военная мощь для нападения на мамлюков, так как на них сидел игрок. А я боялся на него нападать, если честно. Да, у меня революция была. Чем больше расширяешься, тем больше анреста, как вы знаете. Ну, и вот я напал на Геную. Я тут проебался хорошечно. Лучше бы на Венгрию сначала напал и сделал ее своим вассалом. Ну да ладно. Дальше мелкий сбор территории, я не вижу смысла ничего говорить. Кстати, я думаю, следующий ролик будет по Dawn of Empires, так как там будет большое обновление. Это первое. Во-вторых, я могу по Age of Humans снять ролик. Еще. Ну, да, ладненько. В общем-то, я уже осаждаю Пест. И также
Меня начали посещать идеи союза с Тунисой. Но не суждено было. Вернее, союз был, но недолгий. Также я напал на мамлюков, потому что там сидел яишко, так сказать. Ну и, в общем-то, тут ничего интересного. Над Босфором черный ветер гнал холодный пепел ночь, и стоял великий город, зная некому помочь. Старый Рим в последних стенах ждал с молитвой свой закат. На холмах уже гремели барабаны янычар, а Мехмед жаждою полный поднял полумесяц стяг. Он поклялся взять столицу, что веками не сдалась. Пушки били, камень треснул, дрогнул древний стольный град. Пал под силою османов, но века ему стоять. Пала империя в огне, пал Константинополь в дым, полумесяц взмыл над миром, поглотив восточный Рим. Из руин стала держава, закалена кровью бит. Так рождалась мощь османа под раскаты гроз и крик. По Софии шли солдаты, эхом гулким в мрамор зал. Крест упал с великой крыши, Муэдзин над миром стал. И последний император пал средь мертвых у ворот, не оставив ни короны, лишь кровавый свой исход. Стала древняя столица сердцем новой сдержав. Истамбул восстал великий, мир Востока в узде сжав. Караваны, рынки, верфи, звон монеты, блеск дворцов. Но ковался тот порядок из костей былых врагов. Пала империя в огне, пал Константинополь в дым, полумесяц взмыл над миром, поглотив восточный Рим. Из руин стала держава, закалена кровью бит. Так рождалась мощь османа под раскаты гроз и крик. Сербия пала, пала Босна, Валах дрогнул перед ним. Греки, албанцы и болгары склонились под ятаганом стальным. Флот османский резал волны, как клинок ночную гладь. И султанов грозный топот начал Европу воевать. Под Махачем венгерский рыцарь утонул в крови и грязи. Людовик пал средь трупов тысяч, не спасли его приказы. И до Вены гром докатился, полумесяц стал стеной. Мир дрожал, когда с востока шел завоеватель злой. Сулейман сидел на троне, словно лев среди костей. При нем выросла держава выше всех былых царей. От Багдада до Алжира, от Крыма до Красных вод шел османский меч победный, сокрушая все вперед. Но любая мощь не вечна, как бы ни был грозен трон. Время точит, даже камень рушит, стали гасит звон. Только в песнях будут помнить, как из крови и огня поднималась Спарта грозно, страх на земли наводя.
Так, ну а сейчас хотелось бы поговорить о янычарах. Чисто краткую справочку я вам скажу. В общем-то, изначально янычары были искусственными лучниками, но со временем луки вытеснило огнестрельное оружие. То есть его начали постепенно внедрять, и уже в 16 веке ружья, сначала аркебузы, потом мушкеты, стали вытеснять луки в их арсенале, как я и говорил. А в 17 веке к ним начали добавлять пистоли, ну и так далее. По-моему, я в ролике про Речь Посполитой говорил это, ну да ладно. Также самый популярный меч был у них это ятаганы. Он стал характерным для янычар клинковым оружием как раз в 16 веке и активно использовался вплоть до 19 века. Это оружие с односторонней заточкой, но лезвие у него расположено на вогнутой стороне, да, а обух на выпуклой. Ну, и как вы знаете, клинок загибается назад, не буду на этом сильно зацикливаться, просто могу что сказать. Это был довольно сбалансированный род войск, который был довольно эффективен. Ну и да ладно. Ну, кстати, если так часто говорить, то ятаган был довольно охеренным оружием, не побоюсь этого слова, потому что за счет выгнутого клинка можно было делать как и колющий удар, так и режущий снизу, так и режущий сверху. Также с боков и еще за счет того, что ятаган немного загнут, сложно предсказать удар более-менее, потому что с ним можно кучу вариаций проделать. Лично мой фаворит это ятаган будет всегда из оружия. Не знаю. А хотя, может и Гладиус. Ну да ладно. Так, теперь дальше. Я бы хотел попиздеть про Мехмеда. Да я пока расскажу о своих планах. В общем-то, я думал, когда ливнет игрок на Орде или представится шанс, так как мы с ним сравнялись по силам, напасть на него, чтобы забрать Босфор. И вот представился такой шанс, но в итоге все поливали, и я ни хрена не получил с этой войны с Ордой. Поэтому я ее скипнул быстренько и решил это время занять пиздежом. В итоге, короче, из-за того, что я заспавнил все свои войска с резервов, у Великобритании вылетело, у Франции вылетело и у Испании вылетело, походу. У меня, кстати, тоже подлагнуло очень сильно. Универсалис в последнее время начал лагать как не в себя, когда ты кучу солдат спавнишь. В общем-то, я решил забрать Румынию дальше, Венгрию после войны с Ордой. И также я бы хотел бы сказать то, что я забирал не все территории. Как вы видите, я не забрал территорию Крыма, потому что в территорию османов входили именно территории нижние. Ну, как вы видите, вот эти вот Азов, Севастополь и так далее. А вот верхняя часть это была автономная область в виде Крымского ханства. Также в ее состав не входил Волох, он стал вассалом, Венгрия была вассалом, и Румыния, по-моему, была вассалом тоже. Ну и там в Африке куча автономных областей было, поэтому я так сильно не стал продвигаться. Короче, их там до хрена вассалов везде было. Мне лень их всех перечислять. Ну, а как по мне, самый великий правитель был Мехмед II. Потому что он, грубо говоря, увеличил территорию османов где-то в 2 и 3 раза. Но я остановлюсь на том, что он в 2 раза их увеличил. Потому что здесь никак не, так сказать, не округлить. В общем-то, кого он завоевал? Сербию, Византию, Трапезунскую империю, Боснию, Валахию, владение Беев-Карамана, Албания, Крымское ханство не полностью он их сделал вассалами, и острова Эгейского моря. То есть, то, что я у Венеции забрал. Бывает. Я, кстати, объявил сейчас Неаполю войну, чтобы забрать провки в Африке. И также у меня сейчас восстания вылезут на фоне долгих войн. Кстати, хотите прикол? Португалия всех вытеснила,
Да, вернее, не вытеснила, ее вытеснули, и она на колониях начала всех, грубо говоря, трахать и в хвост, и в гриб. Так, извиняюсь, у меня насморк просто, поэтому голос так звучит, я приболел немного. В общем-то, на этом ролик подходит к концу. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита, кто кушал, спокойной ночи и... Что могу сказать? До следующего раза. До следующего ролика, точнее. Все, не буду вас задерживать.